Уважаемые коллеги, добрый день. У нас основной вопрос сегодняшнего совещания связан с энергетикой и с развитием отдельных его секторов. Но докладчик там Цивилев Сергей Евгеньевич, Старовой Роман Владимирович и Решетников Максим Геннадьевич. Но предлагаю начать с текущих вопросов. Вот сейчас только наверняка обратили внимание, говорили о развитии искусственного интеллекта в рамках мероприятий, которые проводит Сбер. В этой связи вопрос о едином сервисе выдачи лицензий и разрешений через портал госуслуги. Потому что такие вопросы мелькали там. Знаю, что правительство очень многое делает по этому направлению. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, несколько слов скажите. Добрый день, уважаемые коллеги. Владимир Владимирович, здравствуйте. Владимир Владимирович, по вашему поручению правительство проводит большую работу, действительно направленную на снижение административной нагрузки на бизнес. И одной из ее частей является оптимизация процедур получения различного рода лицензий и разрешений. Они являются обязательными для осуществления предпринимательской деятельности. На сегодняшний день существует более 500 видов различных разрешений и более 50 видов лицензий. Чтобы мы понимали объем, у нас ежегодно в России выдается несколько миллионов разрешений и несколько десятков тысяч лицензий. И мы поставили перед собой задачу сделать процедуру получения лицензий и разрешений простой, удобной и даже интуитивно понятной. При этом максимально сократить сроки получения лицензий и разрешений и свести к минимуму количество документов, которые представляются для получения таких разрешений, которые предприниматель представляет в государственные органы. Так как задача стояла сделать процедуру удобной именно для предпринимателей, то и работу мы организовали совместно с бизнесом. У нас есть 43 отраслевые рабочие группы, которые состоят преимущественно из предпринимательского сообщества и деловых организаций. И мы вместе с ними проанализировали все лицензии и разрешения существующие и определили, что же можно сократить, улучшить, ну или ускорить. Что мы в результате сделали? Мы посмотрели, какие документы представляют предприниматели для получения каждой лицензии или разрешения и сравнили, что из этих документов уже есть у государства. Ну или уже было представлено ранее предпринимателями государства, может быть в другие государственные органы. И мы освободили предпринимателей от обязанности представления таких документов либо повторно, либо вообще, если такие документы есть в других государственных органах. При этом ведомства обязали самостоятельно обмениваться такими документами без участия предпринимателей. Соответственно, мы вынуждены были, естественно, оцифровать эти ведомства, чтобы они могли быстро и четко обмениваться такими документами. При этом, что важно, ни одно из правил, которое должен бизнес соблюдать, мы не отменили и не изменили. То есть уровень требований не снизился. В итоге, что мы получили? По лицензиям средний срок получения лицензий у нас сократился по сравнению с 2021 годом, вот со стартом, в 4,5 раза. Было 45 дней, на сегодняшний день 10 дней. Количество документов, которые необходимо представить, чтобы получить лицензию, в среднем сократился более чем в 3 раза. Было 10 документов, сейчас 3 документа. По разрешениям средний срок получения разрешения снизился в 2 раза, с 43 дней до 21 дня, а количество документов, представляемых для получения разрешений, в 2 раза, с 8 до 4 документов. Так как мы саму процедуру получения лицензий и разрешений оцифровали, мы ее, естественно, вывели на портал госуслуг, то, о чем вы сказали в самом начале, и сделали саму процедуру очень простой и удобной, насколько это возможно, буквально, как сейчас модно делать, в 3 клика. И на сегодняшний день у нас на портале госуслуг можно подать заявление и получить более 400 видов
наиболее массовых разрешений, а также 51 вид лицензии. В итоге рост популярности сервиса по получению лицензий и разрешений через портал госуслуг у нас на сегодняшний день просто какой-то сумасшедший. Вот за 3 года, приведу цифры, у нас количество обращений на портал госуслуг за получением лицензий и разрешений увеличился с 16 тысяч обращений в год до в этом году примерно 1 миллион обращений будет. Вот с 16 тысяч до 1 миллиона обращений. И при этом, что важно, мы, как вы и поручили, оставили людям возможность выбирать способ обращения в государственные органы, либо через портал госуслуг, либо через личные кабинеты, либо на бумаге, если это людям удобно. Отдельно мы на портале госуслуг запустили сервис обратной связи, это досудебное обжалование или механизм досудебного обжалования, который себя представляет сервис возможности пожаловаться либо на процедуру получения лицензии и разрешения, либо на несоблюдение сроков, либо на какое-то нарушение порядка выдачи документов. То есть для бизнеса это очень простой и комфортный способ обжаловать любое решение государственного органа. Он не требует каких-то юридических знаний, абсолютно бесплатный, и бизнес сильно этим пользуется. За последние 1,5 года было подано чуть более 4000 жалоб, они все рассмотрены, в среднем рассматриваются при нормативном сроке 15 дней в течение 7-8 дней. Мы активно видим, что бизнес пользуется новыми возможностями, которые мы создаем в этой сфере, и для дальнейшего развития мы определили для себя следующие задачи. Первое, мы планируем внедрять проактивную выдачу лицензий и разрешений. Речь идет о том, что разрешения имеют срок окончания, и по окончании это полгода, год, может быть несколько лет, необходимо заново обращаться для того, чтобы подбивать разрешение лицензии. И вот мы сейчас вводим проактивный формат, который предполагает, что если бизнес соответствует всем регуляторным требованиям, государство само соберет все необходимые документы и проактивно предложит продлить лицензию или разрешение. Уже одно разрешение в этом году мы как тестовое запустили, в следующем году мы планируем расширять. И второе, мы планируем выдавать лицензии и разрешения комплексно. Это речь идет о том, когда взаимосвязанные разрешения нужно получить. Сейчас это каждое разрешение самостоятельная услуга. Мы предлагаем в следующем году запустить сервис, чтобы через одно заявление можно было получать несколько услуг. В итоге, Владимир Владимирович, все задачи, которые вы ставили по этому проекту, по этому направлению, выполнены. Мы и процедуру упростили, и сроки сократили, и количество документов, подаваемых для получения разрешений, сокращено. Запущен сам сервис на портале госуслуг. Мы видим, что проект оказался очень востребованным. Собственно, предлагаем продолжить работу по упрощению процедур получения лицензий и разрешительных документов, с акцентом на проактивные и комплексные форматы взаимодействия с бизнесом. Спасибо. У меня все. Разрешение, вернее, перевод части видов разрешительной деятельности на уведомительный характер. Никаких там рисков не видите? Риски присутствуют, потому что в любом случае при разрешительном характере необходимо подтверждать соответствие каким-то требованиям. Наличие персонала с определенной квалификацией, наличие площадей, близость или дальность к объектам социально-культурной и так далее. Поэтому мы эту форму рассматривали. Мы сейчас пытаемся, с одной стороны, упростить процедуру, а с другой стороны, мы находим такие вещи, где можно отказаться от разрешений, и отрабатываем с ведомствами. Но если вы поручите, мы готовы прям в отдельное направление, что ли, выделить эту работу. Попробуйте, хорошо? Конечно. Спасибо. И еще один вопрос. Привез с мероприятий, которые Сбер организовал. Герман Оскарович просил обсудить проблемы, связанные с планами реализации проекта по высокоскоростной железной дороге Москва-Петербург. Виталий Геннадьевич, в каком состоянии там сейчас находится этот проект? Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги,
в феврале текущего года по итогам совещания под вашим председательством в Верхней Пышме был дан старт проекту строительства железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. За прошедший период правительством проделана следующая работа. Первое. В июне текущего года мы издали распоряжение правительства об утверждении основных условий концессионного соглашения. Оно содержит организационную модель и сроки реализации основных этапов проекта ВСМ. В июле подписано концессионное соглашение. Концедентом определен Росжелдор. Концессионером выступает компания ВСМ «Две столицы». Концессионер будет вести строительство магистрали за счет собственных и заемных средств и получит права владения и пользования инфраструктурой. Третье. Также в июле текущего года распоряжением правительства утвержден паспорт инвестиционного проекта ВСМ Москва-Санкт-Петербург. Четвертое. Распоряжением правительства в августе текущего года Росжелдору были выделены 3 миллиарда рублей из 28,5 миллиарда рублей, необходимых для оформления и изъятия земельных участков. Средства на дальнейший выкуп предусмотрены в федеральном бюджете на 2025-2027 годы. Пятое. В августе подписали договор на поставку высокоскоростного подвижного состава между государственной транспортно-лизинговой компанией, компанией АО «Уральские локомотивы» и компанией ООО «ВСМ Две столицы». Шестое. В конце ноября вами, уважаемый Владимир Владимирович, подписан федеральный закон, создающий правовые основы для создания высокоскоростного железнодорожного транспорта. Федеральный закон законодательно закрепляет понятие высокоскоростного железнодорожного транспорта, определяет нормы регулирования высокоскоростного железнодорожного транспорта, в том числе в части сертификации подвижного состава, регулирует использование земель под такой вид транспорта. Остановлюсь на финансировании. Объем средств на реализацию проекта ВСМ Санкт-Петербург составляет 2 триллиона 165 миллиардов рублей, согласно паспорту проекта, без учета НДС. Из них на создание инфраструктуры предусмотрен 1 триллион 755 миллиардов рублей, в том числе 648 миллиардов рублей – это заемное финансирование от синдиката банков Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк. 450 миллиардов рублей – это средства негосударственных пенсионных фондов, Лидер, фонд регион и фонд благосостояния. 328,5 миллиардов рублей – акционерный капитал. Еще 300 миллиардов рублей – это фонд национального благосостояния. 28,5 миллиардов рублей – капитальный грант на оформление и выкуп земельных участков. На закупку высокоскоростных поездов предусмотрено 410 миллиардов рублей, и до 2030 года запланирована поставка 43 поездов. Отмечу, что Минпромторгом России осуществляется постоянный контроль работ по производству подвижного состава для высокоскоростной магистрали. Между российскими железными дорогами и ВСМ «Две столицы» вчера, 10 декабря, подписан договор генерального подряда на строительство инфраструктуры. РЖД работает над проектированием и строительством магистрали. Трасса ВСМ Москва-Санкт-Петербург состоит из 3 участков. Это первый вход в ВСМ Москву, участок Крюково-Алабышево-Москва. Вход в ВСМ Санкт-Петербург, это Обухово-2. И высокоскоростной участок трассы, участок Крюково-Обухово-2. РЖД уже ведут строительство участка входа в Москву. В октябре текущего года приступили к строительству входа в Санкт-Петербург. Проводим работу по проектированию высокоскоростного участка трассы. И завершение проектирования и получение разрешения главгосэкспертизы России на строительство указанного участка запланировано на июль следующего года, что соответствует установленным концессионным соглашением срокам. А уже в первом квартале следующего года мы планируем приступить к строительству. Важным преимуществом строительства отдельной линии высокоскоростной магистрали является высвобождение кратчайшего пути для перевоза грузов в направлении портов северо-западного бассейна, а также в направлении портов Ламны и Мурманск.
прирост провозной способности оцениваем в 30 миллионов тонн. При этом РЖД не потребуется инвестировать более полутриллиона рублей в развитие отдельного грузового направления Дмитров-Мунга. А для координации взаимодействия между участниками проекта ВСМ был создан в правительстве инцидент 54, который я возглавляю, и мы на площадке правительства постоянно решаем вопросы, возникающие в процессе реализации проекта. Также на площадке Минтранса России действует проектный офис под руководством министра транспорта, который в еженедельном режиме осуществляет контроль за реализацией проекта ВСМ. Вот. Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности Сергею Семеновичу Собянину и Герману Грефу за их значительный вклад в реализацию проекта ВСМ. Мы с ними работаем на постоянной основе и решаем все возникающие вопросы. В завершении своего выступления хотел бы отметить, что проект ВСМ Москва-Санкт-Петербург является знаковым проектом для страны. Мы сейчас находимся в графике реализации проекта. Правительство России оперативно решает все возникающие вопросы. В этой связи хотел бы поблагодарить и высказать отдельные слова благодарности председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину за координацию работ по данному проекту. И также хотел бы поблагодарить за конструктивное взаимодействие министра финансов Силанова Антона Германовича и министра экономического развития Решетникова Максима Геннадьевича за те вопросы, которые мы с ними решаем на конструктивной основе. Благодарю за внимание. Доклад закончил. Да. Спасибо, Виталий Геннадьевич. Все выглядит очень оптимистично. Проблемных вопросов нет? Конечно, проблемных вопросов много, но они текущие, и пока мы находим все решения, мы решаем это сообща, и я не зря поблагодарил коллег и внутри правительства, и правительства Москвы, и Сбербанк, который сейчас организует синдикат банков. Конечно, проект на самом деле великий, и, Владимир Ильич, я думаю, что все вопросы, которые возникают, мы будем решать в рабочем порядке. Решение по предоставлению заемных банковских средств принято? По информации Сбербанка, да, банки готовы профинансировать сумму. Я вам сейчас назвал, эти банки будут финансировать данный проект, потому что они согласны с теми условиями, которые мы им предложили. Нет, одно дело они согласны, а другое решение принято или нет? Владимир Ильич, я сейчас не скажу вам, принято ли. Девушка и юноша, когда заключают брак, они значит, говорят, что они хотят это сделать, но брак заключен только тогда, когда подпись поставлена. Мы до конца года примем данное решение, просто вот в данный момент оно находится в стадии реализации. А меры поддержки правительства согласованы? Да, согласованы. По подвижному составу, поддержки производителей подвижного состава. Ну, я думаю, этот вопрос сейчас Алиханов Антон Андреевич осветит. Да, мы выделили деньги и заключили контракт на производство 43 поездов скоростных, и со стороны Минпромторга такая работа ведется. Антон Андреевич. Да, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложу тогда, что касается вопросов по нашим предприятиям железнодорожного машиностроения. Они готовы самостоятельно разрабатывать и производить подвижной состав. Собственно, эта работа уже началась. Необходимые технологические заделы и мощности у нас для этого есть, учитывая, что все сегменты железнодорожного транспорта у нас высоколокализованные, собственно, включая те самые скоростные пассажирские составы. Сейчас у нас производятся новые скоростные составы, это ИВЛГ-4 Трансмашхолдинга, который уже поставил 220 таких вагонов на московские центральные диаметры. С начала года на заводе «Уральские локомотивы» произведено 150 вагонов поезда «Финист», который у нас набирает до 160 км в час. Собственно, вот это головное у нас будет предприятие.
на уральские локомотивы мы выстроили уже кооперацию, всю цепочку. Фактически работа уже началась. В Верхней Пышме группа Синара готовит уже фундамент, стройка идет для 2 новых корпусов. Общая площадь 60 тысяч квадратных метров. Строительство будет завершено к началу 2026 года, Владимир Владимирович. И одновременно у нас идет проектирование всех ответственных узлов, которые обеспечивают безопасность движения. Она будет, эти поезда будут развивать скорость до 400 км в час. Разрабатываем инновационные двухосные моторные и немоторные тележки, тормозное оборудование повышенной надежности, система поддержания высокой устойчивости. Ну и самое главное, сейчас идет создание нового асинхронного высокооборотного электродвигателя мощностью 650 киловатт. За его разработку у нас отвечает одно из профильных предприятий Транснефти. На сегодня уже подготовлена 3D-модель силового агрегата, проведены предварительные расчеты нагрузок. Все работы осуществляются с господдержкой. Уральским локомотивам для закупки оборудования был одобрен займ Фонда развития промышленности в размере 7,2 миллиарда рублей. Проект также утвержден межведомственной комиссией. Мы его включили в специальный механизм, так называемая кластерная инвестплатформа, льготное банковское финансирование на 34 миллиарда рублей сроком на 15 лет. Как уже сказал Виталий Геннадьевич, пошагово контролируем ход выполнения проекта. Всеми его участниками компании взяли на себя обязательство в 2027 году передать российским железным дорогам на испытание первые 2 высокоскоростных поезда. Уже с 2028 года у нас у заводов будут мощности для выпуска около 100 вагонов для высокоскоростных электропоездов и порядка 200 вагонов для скоростных. То есть помимо формирования парка для магистрали Москва-Петербург, у компании будет достаточный резерв мощностей, чтобы обеспечивать подвижным составом другие высокоскоростные железнодорожные линии, которые, уверен, будут появляться в дальнейшем. Что касается инфраструктурного строительства, Владимир Владимирович, потому что были обсуждения такие относительно того, может ли промышленность обеспечить необходимой промышленной номенклатурой по строительной технике, собственно говоря, по стройматериалам. У нас профицит мощностей и по строительной технике, и по стройматериалам, поэтому никаких сложностей здесь нет. Что касается арматуры, возможностей наших металлургов, мы здесь полностью обеспечены. Но подытоживая, могу сказать, Владимир Владимирович, что промышленность, все задачи, которые перед нами сейчас стоят по развитию высокоскоростного движения в нашей стране, готова обеспечить. И для многих отраслей это позволит дополнительно загрузить предприятия. Поэтому мы готовы и все поручения выполняем. Благодарю за внимание. Хорошо. Герман Оскарович. Герман Оскарович у нас есть, да, среди участников? Да. Владимир Ильич, я здесь. Банками решение принято. Все банки приняли на сегодняшний день решение кредитных комитетов. У нас по планам до 20 декабря должно быть финансовое закрытие сделки. Для этого нужно выпустить 2 документа еще, которые мы сейчас с Министерством финансов должны досогласовать. И сегодня была встреча, сегодня с Антоном Германовичем мы говорили, есть надежда, что мы их выпустим, и тогда, в принципе, финансовое закрытие сделки по плану до 20 декабря может быть сделано. Поэтому, если это произойдет, нам нужно будет активно продолжать разработку проектной документации и, самое главное, не допустить удорожания. Потому что, конечно, проект очень сложный, мы никогда такой проект не реализовывали, и есть большие волнения на тему того, чтобы уложиться в заранее заявленную смету, или сейчас, понятно, будет удорожание, связанное с тем, что инфляция движется и так далее, но тем не менее нужно удержать проект в запланированных рамках за исключением объективных факторов, такие как удорожание ставки Центрального банка и объективная инфляция. Эти пункты предусмотрены в Конституционном соглашении, они подлежат компенсации, а вот все остальное, конечно, важно удержать в бюджете. Поэтому у нас сегодня два вопроса таких ключевых, это выдержать сроки закрытия сделки, процесс проектирования и неудорожание самого проекта. Да. Значит, смотрите, что хотел бы в этой связи сказать. Удорожание неизбежно.
Это очевидно. И не только в связи с инфляцией, которая все-таки остановилась, это понятно. Связано это с ключом, прежде всего с ключевой ставкой, с удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков. Это понятно, это есть вещи такие, от которых никуда не деться. Но с другой стороны, я бы обратил внимание производителей, ну и тех в правительстве, кто курирует соответствующие сферы реального производства. Нельзя ни в коем случае прикрываться этими объективными обстоятельствами, чтобы задирать цены совершенно без всякого на то основания. Только под предлогом ключевой ставки и инфляции. Вещи в целом счетные, вполне можно посчитать, каков объем этого объективного удорожания. Все остальное нужно вычистить обязательно, иначе это будет бесконечно эскалировать и приведет к срыву всех сроков намеченных, а может быть и к тому, что проект не будет реализован. Вот, и все-таки приходится констатировать, что к настоящему моменту все решения, необходимые решения по предоставлению заемных банковских средств не приняты. Герман Владимирович сказал, что вот если что-то произойдет, тогда мы сделаем то-то. А если не произойдет? Значит, то же самое касается и мер поддержки производителей подвижного состава. Но они все не приняты пока. Да, все в ходу, в работе, надо их принять. Вот то, что я говорил так в шутку по поводу того, как молодые люди любят друг друга и хотят заключить брак. Они любят друг друга, и настоящие браки, конечно, совершаются на небесах. Но пока люди не пришли в ЗАГС, не подписали соответствующие документы, они не являются в соответствии с законом мужем и женой. Надо все подписать, довести до конца. Иначе мы просто сорвем сроки, повторяю, либо загубим проект на корню. Давайте обратим на это внимание. Я понимаю сегодняшнее состояние дел, но просто нужно честно себе сказать. Мы готовы реализовывать? Хотим? Если да, хотим и готовы, пожалуйста, не создавайте проблем там, где их и так хватает, дополнительных проблем. И давайте вместе в эти сроки, которые обозначили раньше, будем вместе так солидарно работать. Договорились, чуть попозже вернемся опять к этому. Давайте после 20-го, поскольку на 20-го там определенный дедлайн есть. Ну вот, и посмотрим, что там происходит. На сегодняшние мероприятия, которые Герман Оскарович проводил, там много говорили и по подготовке кадров, в том числе, которые нужны для применения искусственного интеллекта. А что у нас по подготовке кадров вообще в IT-секторе? Масуд Игоревич. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Ну, я напомню, что за последние 4 года IT-отрасль у нас росла быстрее всех других отраслей экономики крупных. И, естественно, это сказывается на дефиците кадров. Значит, и она продолжает расти. За первые полгода этого года у нас прирост 63% по отношению к прошлому году. То есть это очень большие темпы реализации собственных IT-решений и услуг, которые оказывают IT-компании. У нас за 4 года количество сотрудников IT-компаний увеличилось на 50% и превысило 850 тысяч человек. Владимир Ильич, только за 8 месяцев этого года еще 100 тысяч человек пришли в IT-отрасль. Зарплата средняя 185 тысяч рублей. То есть у нас серьезным образом разрыв между средней зарплатой в экономике и средней зарплатой в IT-отрасли у нас растет. Это, конечно, свидетельствует о том, что нам не хватает кадров. Что мы делаем для того, чтобы этот дефицит уменьшить? За 4 года, которые прошли, мы в 2 раза увеличили количество бюджетных мест на ИТ-специальности в вузы. У нас в этом году 125 тысяч человек зачислено в вузы на бюджетные места. Еще порядка 70 тысяч на внебюджетные места. 500 вузов у нас сейчас осуществляют подготовку ИТ-специалистов. Примерно 600 тысяч человек учатся в вузах. ЕГЭ по информатике, Владимир Ильич, стал номер 1 предметом по выбору среди, естественно, научных дисциплин. То есть сейчас его сдают больше на 30%, чем 4 года назад. 122 тысячи выпускников школ сдавали в этом году ЕГЭ по информатике. Собственно, они выбирают осознанно, хотят связать свою жизнь с IT и идут, соответственно, на IT-специальности в вузы. Но количество у нас в этом смысле не всегда означает качество. Конечно, выпускники вузов по IT-специальностям не в полной мере у нас соответствуют требованиям наших работодателей.
запросу текущего дня, связанному с подготовкой и разработкой суперсовременных решений. Поэтому здесь единственный вариант, как нам обеспечить качественное преподавание, с учетом того, что, конечно, Владимир Ильич, нам очень сложно конкурировать с зарплатами в IT-отрасли, и преподаватели, конечно, не всегда мы можем обеспечить необходимые квалификации в вузах. Поэтому единственный вариант, который мы сейчас для себя определили, это ввести в качестве обязательного условия для IT-компаний, которые у нас пользуются налоговыми льготами, определенный объем преподавания в вузах и определенный объем стажировок студентов. Да, у нас сейчас такую практику часто используют крупные компании, но на очень маленьком количестве вузов, которые готовят нашу элиту, и понятно, что мы всю воронку желающих получить качественное образование обеспечить не можем. Поэтому мы предлагаем такое ограничение ввести, и, соответственно, IT-компании пойдут в вузы и будут готовить уже ребят для своего профиля. Второй вопрос, который нас очень волнует. У нас сейчас львиная часть тех, кто поступает в вузы, идут все-таки на специальности, связанные с разработкой программного обеспечения. Ну, то есть мы на выходе получим тех, кто может разрабатывать код, программировать. Это, конечно, очень важно, но у нас только 9% тех, кто поступает на IT-специальности, идут на фундаментальные дисциплины, связанные с прикладной математикой, физикой, механикой, радиоэлектроникой. И очевидно, что именно этих кадров нам сейчас не хватает, чтобы как раз гарантировать технологическое лидерство, как раз производить те решения, которые станут конкурентоспособными в будущем. И в этом смысле нам, конечно, нужно, наверное, увеличивать норматив финансирования по этим специальностям. Вот, например, по искусственному интеллекту вместе как раз со Сбером мы разработали отдельную программу, которая будет связана с подготовкой, с расширенной подготовкой математики для использования искусственного интеллекта. И в этом смысле мы до конца 2030 года планируем подготовить специально отобранных 10 тысяч студентов, которые станут будущей элитой, связанной с разработкой искусственного интеллекта. Очень важный вопрос, связанный с подготовкой к информатике в школах. Здесь та же самая проблема, Владимир Ильич, к сожалению, мы не всегда можем обеспечить качественный уровень преподавания информатики в школах. Та же самая проблема, что сейчас отрасль предлагает значительно более конкурентоспособные условия оплаты труда, и только такие глубокие энтузиасты, фанаты своего дела остаются в школе и учат детей. В этой части мы реализуем большую программу, связанную с дополнительным обучением тех детей, которые это хотят, основам программирования. У нас порядка 400 тысяч детей прошли за 4 года такие курсы, они записываются через портал Госуслуг с согласия родителей, год могут изучать дополнительно языки программирования для того, чтобы сдать потом ЕГЭ по информатике и поступить, значит, на IT-специальность вузы. Но у нас есть также очень успешная практика. У нас компания Яндекс разработала большую платформу, сделала собственный онлайн-учебник по информатике, которым сейчас фактически бесплатно имеют возможность пользоваться все дети в школах. И здесь мы планируем вместе с Минпросвещением легализовать такую практику, там, где как раз не хватает учителей, дополнительные знания можно будет получать на онлайн-платформе. И эту же практику мы планируем перенести в вузы. Нам нужны не только разработчики, Владимир Ильич, нам важно обеспечивать цифровую трансформацию и в отраслях экономики. Для этого нам нужны специалисты, которые хорошо понимают, с одной стороны, глубоко отраслевую специфику, с другой стороны, понимают возможности современных технологий, российских решений. Поэтому вместе с Минобрнауки в рамках «Приоритет 2030» мы создаем в отраслевых вузах так называемые цифровые кафедры, которые позволяют студентам, которые обучаются по своей основной отраслевой специальности, без отрыва от этого обучения получить вторую специальность, связанную с информационными технологиями, и как раз стать тем самым лидером цифровой трансформации в своих отраслях. Такие цифровые кафедры у нас созданы в 100 вузах. Уже больше 200 тысяч студентов получили это образование, и в этом смысле как раз мы надеемся на то, что они станут двигателем изменений цифровых в своих отраслях. И эту практику мы тоже будем продолжать, но у нас сейчас массовый запрос идет на то, чтобы практически по всем направлениям подготовки специалистов всегда мы гарантировали определенный объем обучения цифровым знаниям, цифровым компетенциям. Здесь тоже мы можем это решить за счет создания единой платформы онлайн, которая даст возможность студентам изучать и искусственный интеллект, и работу с большими данными, и цифровые навыки, базовые программирования, так сказать, без отрыва от изучения основной своей специальности. Такой комплекс мер мы реализуем, и я считаю, что в этом смысле наш план получить в отрасль дополнительно примерно 700 тысяч разработчиков до 2030 года.
при этом отдельно сфокусировавшись на тех дисциплинах, которые дадут нам возможность воспроизводить самые востребованные современные решения. Искусственный интеллект, робототехнику, там, где как раз у нас огромный дефицит сейчас и специалистов, и решений. Доклад закончил. Спасибо. Я думаю, что предложение подключать IT-компании, которые пользуются мерами государственной поддержки к подготовке кадров для этой же сферы, абсолютно справедливые. Мне кажется, что и коллеги в этих компаниях тоже должны с пониманием к этому отнестись. В конечном счете это же для их бизнеса и должно быть сделано. Что касается тех, кто сдает экзамены по базовым дисциплинам, математики, физики, химии, то, к сожалению, конечно, их количество сокращается. И здесь очень многое нужно сделать, в том числе и по подготовке самих педагогических кадров. У нас не хватает специалистов, которые занимаются с детьми по этим направлениям, по этим дисциплинам. Сергей Сергеевич, что хотели бы добавить здесь? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, интерес к той или иной сфере во многом закладывается со школы, и в частности по информационным технологиям, интерес к IT-специальностям. И в этом отношении мы, первое, укрепляем материально-техническую базу школ, существенно укрепили в рамках национального проекта образования материально-техническую базу, создали 50 центров цифрового образования IT-КУБ, всего их по стране 309. До конца года еще 19 организуем. Более 19 тысяч школ имеют естественно-научные и технологические центры точки роста, преимущественно в сельской местности, о чем вы говорили, что нужно поддерживать и школы, которые находятся небольшие в поселках в сельской местности. Открыто 384 кванториума и еще 80 ведем до конца года. Это все популяризирует инженерные специальности, к информационным технологиям. Действительно, у нас было снижение сдачи экзамена по физике, но процент сдающих физику и информатики, он за 10 лет оставался 33%. То есть, действительно, больше в 2 раза, Максут Игоревич сказал об этом, стало сдавать информатику. У нас есть тенденция, уже чуть мы увеличили физику, вот за счет профориентации, за счет интереса, популяризации естественно-научных предметов. У нас принят комплексный план развития естественно-научного образования в правительстве, который позволит как раз преодолеть те тенденции, о которых вы, уважаемый Владимир, сказали. Во-вторых, мы содержательно усиливаем образование в части информационных технологий. С этого учебного года вернулся урок труда в школы. И в рамках урока труда мы сделали отдельный модуль, посвященный робототехнике. Утвердили новую программу по информатике с учетом последних достижений в программировании и искусственном интеллекте. Сегодня готовим единый государственный учебник по информатике, вот с учетом того опыта, о котором Максут Игоревич сказал. В нем будут отражены отечественные инновации в сфере высоких технологий, а у нас их много действительно. Описаны новые языки программирования, в том числе обучение отечественному программному обеспечению, которое сегодня развивается и приходит на смену западным программам. Также мы совершенствуем подготовку программистов в школах, вместе с Минцифрой развиваем IT-классы. Сегодня уже готов учебник по искусственному интеллекту для 5-9 классов издательства «Просвещение». Он, Владимир Владимирович, проходит экспертизу в Российской академии наук. Надеемся, что экспертиза пройдет успешно. И в этом случае мы включим в федеральный перечень учебников, и этот учебник школы могут использовать в своей работе. С 2021 года мы проводим Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту с привлечением профильных компаний. Участники стали 55 тысяч школьников 8-11 классов из всех регионов. Победители получают право поступать в лучшие вузы страны. И наша гордость – это сборная команда России. В этом году ребята не только завоевали золотые и серебряные медали, но и по сумме баллов стали лидерами первой международной олимпиады по искусственному интеллекту, которая проходила в Болгарии.
Уважаемый Владимир Владимирович, в рамках также подготовки стратегии развития образования по вашему поручению до 2040 года мы совместно с коллегами из Минцифры и Минпромторгом прорабатываем вопрос новой олимпиады по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам. Такие состязания мы видим очень востребованы, соответствующая инфраструктура есть. Она также позволит детей мотивировать по данным направлениям, поощрять лучших школьников, освоивших сложные механики беспилотных систем. Далее хотел бы сказать о значимости системы СПО, ведь у нас многие ребята, 62,5% идут в колледжи, и эта цифра растет. И здесь мы также готовим квалифицированные кадры в сфере информационных технологий по 6 профессиям и 22 специальностям. IT-специальности в колледжах, так же как и в вузах, отличают высокий уровень занятости выпускников, это 82%. И за последние 3 года IT-студентов в колледже стало больше на 42%. Сегодня 376 тысяч студентов колледжа обучаются по этим направлениям. И выполняя ваше, Владимир Владимирович, поручение, ведем работу в части популяризации рабочих профессий. 2-й год подряд проводим чемпионат по профессиональному мастерству. В прошлом году в Великом Новгороде вы посещали чемпионат высоких технологий. Это по перспективным направлениям, по перспективным специальностям в колледжах. Такие соревнования прошли и в этом году, в том числе по компетенциям в сфере IT и инженерных технологий. Подобные направления были широко также представлены и на основном чемпионате по профмастерству «Профессионалы», который завершился буквально 2 недели назад. Например, такие направления были популярны у ребят. Это информационная безопасность, программные решения для бизнеса, робототехника, космические аппараты и другие. Кстати, в финале большого чемпионата у нас принимали представители 26 стран, это на 11 больше, чем в прошлом году. И наш чемпионат профессионалы нисколько не уступает международным, а даже по качеству, как говорят эксперты, превосходит WorldSkills. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте пригласить вас на следующий чемпионат, и если ваш график позволит, провести встречу с ребятами, победителями чемпионатов. Они будут просто счастливы, для них это очень будет важно. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо большое. Нужно уделить, конечно, особое внимание подготовке специалистов для школ и для колледжей и техникумов, потому что это сегмент, который выпадает, к сожалению. Я имею в виду специалистов в области, прежде всего, использования искусственного интеллекта, ну и, конечно, других технологий подобного рода. Значит, что касается следующего соревнования, ну, это будет еще не скоро, посмотрим. А встреча с ребятами, конечно, с администрацией. Поговорите, пожалуйста, если будет возможно, с удовольствием с ними встречусь. Спасибо. Ну и вопрос совершенно из другой темы. У нас в декабре начала работа введена в эксплуатацию новая станция, зимовочный комплекс «Восток». Александр Александрович, как работа началась в Антарктике? Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, Михаил Владимирович, коллеги. В действительности, новый зимовочный комплекс «Восток» в Антарктиде введен в эксплуатацию 2 декабря. Современное здание в центре материка на расстоянии 1300 километров от побережья и на высоте 3200 метров выше уровня моря. Построились за 5 лет. Это рекордные сроки. Ни одна страна мира не строила в Антарктиде такими высокими темпами. «Восток» построен в кооперации с частным капиталом. На 70% финансирования, больше 8 миллиардов рублей, выделили из федерального бюджета и личный вклад Михельсона Леонида Викторовича. Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить строителей комплекса. Это сотрудники ЗАП-СИП «Газпрома», работали в экстремальных условиях, а 4 человека на протяжении 3 лет вообще не покидали пределов Антарктиды. Это руководитель стройки Роман Комаров, мастера строительно-монтажных работ Дмитрий Куликов и Иван Минаев и специалист по охране здоровья Андрей Саранцев. В январе вы, Владимир Владимирович, вместе с Александром Григорьевичем Лукашенко дали команду на технический запуск комплекса.
Мы, кстати, продолжаем помогать Белоруссии, доставляем им грузы, а в этом сезоне помогли добраться до Антарктиды 3 белорусским ученым. Так вот, испытание полярной зимой комплекс «Восток» прошел успешно. При температуре ниже минус 80 градусов на улице, внутри помещения было до плюс 25. Все системы жизнеобеспечения выдержали автономный режим работы. Комплекс абсолютно готов к функционированию. Площадь нового дома полярников почти 3000 квадратных метров. Это научные лаборатории, жилые, общественные помещения, спортзал, сауна, медкабинет. По периметру корпус утеплен специальным материалом толщиной в 1 метр. И масштаб этого корпуса 140 метров длины и высота почти 18 метров. Это почти, ну так для сравнения, 8-подъездный пятиэтажный дом в Антарктиде построен нашими строителями для нужд полярников. Конечно, это нельзя сравнить с теми условиями, которые были раньше. Группа полярников, которая будет работать на Востоке в первый сезон, уже, Владимир Владимирович, прибыли на станцию. Это 14 наших ученых Арктического и Антарктического института, Санкт-Петербургского горного университета и Петербургский институт ядерной физики. Все они будут заниматься научно-исследовательской деятельностью. Во-первых, это климатические исследования, это наши ученые Института Арктики. Анализ древнего льда, который изучают в Антарктиде, позволяет восстановить изменения, которые происходили сотни тысяч лет назад с температурой воздуха, газовым составом атмосферы, в том числе концентрацией парниковых газов и многими другими показателями. Изучение климатической системы прошлого позволит лучше понимать причины климатических изменений настоящего и оценивать риски развития глобального потепления настоящими изучениями, а не методологией. И уже с этого сезона ученые Петербургского института ядерной физики будут собирать на Востоке образцы снежного покрова и льда. Весной, после завершения сезона, все материалы погрузят в специальные холодильники и на кораблях отправят в Петербург. И в лабораториях ученые займутся биогеохимическими и микробиологическими исследованиями. Первые результаты мы получим не раньше лета следующего года. Также готовим научный поход вглубь материка на 300 километров. Там расположен так называемый купол Б. Это местность, которую хотят разведать наши полярники, и определить точку для будущего бурения скважины. По мнению ученых, на куполе Б они могут обнаружить самый древний лед на планете, которому почти 1,5 миллиона лет. Это мероприятие не быстрое, будем докладывать отдельно о его процессах. Изучать изменения, которые происходят с климатом, крайне важно, ведь остановить эти процессы человек не в состоянии, не в его силах, а вот адаптироваться к трансформации это возможно. Например, буквально позавчера мы были в Баку, обсуждали с азербайджанскими коллегами обмеление Каспийского моря. Ученые обеих стран говорят, что оно связано исключительно с климатическими факторами, и негативные последствия обмеления касаются всех прикаспийских государств. И исследования климатологов, которые ведут в том числе и в Антарктиде, безусловно, помогут лучше понимать происходящие глобальные процессы. Потому что антарктический лед – это эталон климатических изменений среди ученых, такое мнение. Второй важный научный проект Востока – это, конечно, изучение подледникового озера, над которым находится станция. Мы уже много лет говорим о проникновении под ледяной купол и исследовании водоема под ним на глубине 3600 метров. В этом сезоне ученые Арктического и Антарктического института протестируют в сверхглубокой скважине экологически безопасную заливочную жидкость, которая понадобится для бурения. Ну а дальше уже пора выходить на проект и создание непосредственно самой буровой установки. Горный институт готов этим заниматься, но нужны время и деньги, потому что буровая будет эксклюзивная, ее практически вручную соберут специально для Антарктиды. И третье. При открытии Востока запустили небольшой фитотехнический комплекс, который нужен для испытаний методов круглосуточного выращивания растений. Подобные технологии пригодятся для космических миссий. Это то, что касалось нового зимовочного комплекса «Восток», который, я напомню, расположен в центре материка. А на самом побережье у России еще 9 станций. В этом сезоне в антарктической экспедиции примут участие более 500 человек, включая строителей, экипажи морских и воздушных судов. И, конечно, ученых из 32 организаций. Научный план их включает 65 исследовательских программ. Разные институты, будут разные профили. И в своей части мы помогаем ученым с доставкой инфраструктуры и предоставляем лаборатории, которые там есть на месте в Антарктиде.
Все исследования интересны и важны, но отмечу два, которые, наверное, не так явно ассоциируются с белым континентом, при этом очень перспективны для мировой науки. Первое – это изучение околоземного космического пространства и влияние его на организм человека. Ученые установят специальную метеорологическую станцию, будут собирать данные по ультрафиолету и магнитному индексу, а также космическую пыль и частицы микрометеоритов, которые оседают на снег. Вся информация нужна для будущих научных работ по геофизике, биологии и химии. И в том числе это важно, как изменение магнитного поля влияет на человека. Вторая исследовательская программа связана с медициной. В этом сезоне у нас впервые работают специалисты из научно-исследовательского института гриппа. Специфика станций группы людей находится в холодном климате и в замкнутом пространстве несколько месяцев. То есть условия максимально экстремальные и идеально подходящие для оценки эффективности противовирусных препаратов. Мобильная лаборатория, где ученые будут проводить исследования, установлена на судне «Академик Федоров» на прибрежной станции «Молодежная». Продолжают свою работу микробиологи Института экспериментальной медицины и Северо-Западного государственного медицинского университета. Они занимаются поисками новых антибиотиков. На сегодняшний день общественное здравоохранение во всем мире столкнулось с тем, что некоторые инфекции перестали реагировать на привычные препараты. Поэтому ученые ищут новые антибактериальные средства, в частности, выделение из природных компонентов. Во время предыдущих экспедиций, это у нас была 63-я и 68-я, специалисты выделили из антарктической почвы бактерии. Эксперименты признали, что два штамма перспективны для лечения стафилококковой инфекции. Сейчас пройдет очередной этап исследований, который нужен, чтобы установить оптимальный режим применения препарата. Вся научная работа, которую ведут российские ученые в Антарктиде, признается международным научным сообществом. Потому что белый континент – это территория, где Земля открывает свои тайны не политикам, а ученым. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Какие-то проблемы есть, Александр Александрович? Нужно что-то помогать там людям, которые работают? Сейчас какие-то, может быть, после того, как они появились на станции, возникли какие-то вопросы, требующие особого внимания с нашей стороны? Владимир Владимирович, все находится под контролем, люди в работе. Будем работать над тем, чтобы подземное озеро, которое я озвучил в своем докладе, мы могли приступить к его работам уже в следующих периодах. Станцию закончили, будем работать с коллегами по правительству по этому направлению. Михаил Владимирович, полностью поддержка здесь есть со всей стороны, мы полностью сразу все вопросы оперативно с ним решаем. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста, давайте перейдем к основному вопросу. Сергей Евгеньевич Савельев, пожалуйста.